Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 27 апреля, сегодня суббота, но обращаем ваше внимание, что сегодня день денежной девятки, поэтому обязательно нарисуйте эту циферку на руке на привлечение изобилия, достатка и благополучия. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, будем давать очень важную и ценную информацию на сегодняшний день. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии обязательно напишите следующую волшебную фразу «Я», далее ваше полное имя, привлекаю финансовое благополучие и уверенно двигаюсь к достижению своих материальных целей. Истинно да будет так. Обязательно, друзья, прописывайте ваше полное имя. Также хотим всех поблагодарить за донаты, за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Друзья, мы вас очень-очень благодарим. Итак, друзья, сегодня 27 апреля. Сегодня необычный и магический день. Сегодня день денежной девятки. Именно этот день, 27 апреля, считается особенно благоприятным для активации финансового благополучия и привлечения изобилия. Дело в том, что именно если мы сложим 27, 2 плюс 7, у нас получается число 9. И именно число 9 имеет особые свойства, которые могут усилить ваши финансовые потоки и способствовать достижению материального процветания. Вы, конечно, спросите, а почему именно так? Почему именно этот день является днем для улучшения финансового состояния? Дело в том, что число 9 известно своими мощными вибрациями, которые символизируют завершение и наполнение. Именно число 9 олицетворяет мудрость и глубокое понимание, которое проходит после прохождения через опыт предыдущей жизни, дней. И, конечно же, именно число 9 символизирует завершение одного цикла и начало другого, что делает этот день идеальным для закрытия старых долгов и начала чего-то нового. И именно практика с цифрой 9 нам в этот день помогает, поэтому обязательно проведите эту практику. И обращаем ваше внимание, что у нас с вами 27 сегодня апреля убывающая луна в знаке зодиака Стрелец, 19 лунные сутки. Именно в этот день энергии настроены на завершение начатого, на освобождение от всего лишнего и подготовки к чему-то нового. Конечно, этот день имеет и особенности. Дело в том, что убывающая луна в Стрельце акцентирует внимание на темах свободы, поиска истины и расширения горизонтов. Это хорошее время для изучения чего-то нового, для того, чтобы планировать путешествия, а также подумать о том, что как бы вам начать побольше общаться. Однако, поскольку Луна убывает, то лучше в этот день быть осторожными со своими эмоциями, потому что некоторым людям не хватает энергии, и через вампиризм люди таким образом пытаются подпитаться за счет другим. Кроме того, сегодня у нас с вами 19-е лунные сутки, которые ассоциируются с энергией воды. Поэтому в какой-то степени этот день может принести эмоциональную нестабильность, также способствует глубокой интуитивной прозорливости. Поэтому сегодня очень прекрасный день для того, чтобы заниматься самоанализом, проводить практики, проговаривать аффирмации и очищения. Кроме того, этот день может быть наполнен стремлением к свободе и приключениям благодаря влиянию знака зодиака Стрелец. Кроме того, планетарные аспекты могут подтолкнуть к активному общению и обмену идеями. Убывающая Луна предостерегает нас от начала кардинально новых проектов, однако поддерживает действия по завершению старых. Кроме того, сегодня прекрасный день для того, чтобы избавляться от старых вещей, ненужных привязанностей и негативных установок. Как мы уже сказали ранее, сегодня 19-е лунные сутки связаны с энергией воды, поэтому в этот день нужно быть чуточку осторожнее с водой. Это может быть плавание, это какая-то, может быть, другая деятельность, связанная с водой.
Эмоциональная нестабильность этого дня может вызвать стресс или где-то депрессию, если вы не будете уделять время себе, если вы не будете стараться как можно меньше смотреть, что у других происходит, не будете переживать, не будете злиться, потому что это все очень сильно влияет на энергетику человека. Кроме того, постарайтесь воздержаться сегодня от споров и конфликтов, потому что убывающая луна в Стрельце может привести к необдуманным и каким-то где-то острым высказываниям, которые позже будут трудно исправить. Дело в том, что именно эмоциональность этого дня очень сложно некоторым людям будут сдерживаться, и это будет проявляться именно в действиях. Что же сегодня хорошо делать? И поэтому сегодняшний день хорошо заниматься медитацией, йогой, для того, чтобы уравновесить свои эмоции. Используйте этот день для планирования или для подготовки к будущим проектам, но не начинайте их сегодня. Кроме того, пройдитесь по своим вещам и избавьтесь от тем, что вам больше не нужно. Это поможет вам освободить пространство для новых энергий. Кроме того, сегодня хорошо проводить время на природе, особенно в лесу, на открытом воздухе. Это поможет восстановить внутреннюю гармонию и энергетический баланс. Кроме того, сегодняшний день обещает быть днем полным возможностей как для личностного роста, так и для духовного развития, если правильно использовать его потенциал и избегать распространенных подводных камней. Что же касательно лунного календаря здоровья, то обращаем ваше внимание, что сегодня нужно делать акцент на очищении и на избавлении от всего ненужного. Энергия знака зодиака Стрелец, которая ассоциируется с оптимизмом и желанием расширить границы, поддерживает начинания, связанные с улучшением здоровья и благополучия. Также это отличный день для начала детокс-программ, для того, чтобы заняться своим питанием, особенно если вы стремитесь избавиться от вредных привычек. Помните о том, что от вредных привычек за один день очень сложно избавиться. Да, есть люди, которые это делают, но если мы рассматриваем в общем, иногда это очень сложно, поэтому, если, например, вы решили больше не есть сладкого, не стоит кардинально менять именно и отказываться. Начните по чуть-чуть. Ну, например, если вы раньше чай пили с 2 ложками сахара, возьмите сегодняшнего дня, попробуйте с 1, а потом, допустим, через 2 недели попытайтесь вернуться на 2, и вы увидите, что ваш сахар будет очень сладкий. Например, если вы любите каждый день есть какие-то конфеты и так далее, попробуйте от них отказаться. Конечно, иногда это тяжело, начинаете разбираться тогда, каких вам микро- и макроэлементов не хватает для того, чтобы пополнить запас. Кроме того, сегодняшний 19-й лунный день связан с энергиями глубокой очистки и самоанализа. Также этот день идеален для медитации, который направлен на восстановление эмоционального баланса и избавление от стресса. Как мы уже сказали ранее, хорошо проводить сегодня время на природе, заниматься йогой, если вы любите. Это будет особенно полезно, потому что это поможет восстановить как физическое, так и психическое равновесие. Кроме того, Стрелец, как вы знаете, связан с бедрами, с ногами, поэтому акцентируйте внимание на упражнениях для нижней части тела. Кроме того, можете попробовать стрельба из лука, бег или даже простая прогулка помогут вам улучшить ваше кровообращение и укрепить мышцы. Но в то же время избегайте перенапряжения, так как риск травм в этот период, к сожалению, увеличивается. Как мы сказали ранее, сегодня подумайте об умеренности в питании. И, вы знаете, надо постараться уменьшить, как мы уже сказали ранее, употребление сладкого, жирного, высококалорийного. Тогда ваш организм будет благодарен вам за такой подход. Как вариант, включите в рацион больше овощей, фруктов, богатых антиоксидантами, которые помогут очистить ваш организм от токсинов. Кроме того, эмоциональная стабильность этого дня может быть нарушена под влиянием знака зодиака Стрелец. Поэтому уделите сегодня особое внимание своему эмоциональному состоянию. Поэтому постарайтесь заниматься теми видами деятельности, которые будут приносить вам радость и умиротворение. Это может быть что? Это может быть чтение, это может быть встреча с друзьями, это может быть занятия хобби, развлечения, которые помогут вам сохранить внутреннюю гармонию.
Что же лунного календаря денег, то обращаем ваше внимание, что Стрелец — это знак, который олицетворяет поиск, расширение горизонтов и стремление к каким-то идеалам. Но вы должны и понимать и то, что вы сейчас должны знать, что сейчас у нас с вами идет убывающая луна. Это говорит о том, что это не время для новых начинаний, а лучше завершать все начатое и корректировать свои текущие планы. Кроме того, сегодня идеальный день для анализа и возможного перераспределения ваших инвестиционных активов. Проверьте, какие из ваших инвестиций соответствуют вашим долгосрочным целям, и сделайте коррективы, если это действительно необходимо. Кроме того, убывающая луна — это хорошее время для погашения долгов. Рассмотрите возможность увеличения ежемесячных выплат по кредитам, чтобы быстрее сократить долговую нагрузку. Кроме того, сегодня важно быть осознанными в отношении того, потому что эмоции будут очень влиять на ваши финансовые решения. И вообще старайтесь сегодня на эмоциях не совершать, не делать никакие выводы. Почему? Потому что когда человек на эмоциях, он не может контролировать и понимать, как же ему правильно поступать или что ему делать. Поэтому ваша задача — контролировать себя, контролировать свои эмоции, и даже если вас пытаются вывести, старайтесь быть все-таки внимательными, старайтесь быть все-таки осторожными для того, чтобы не навлечь беды, неприятности и проблемы в свою жизнь. Кроме того, давайте поговорим о карте Таро на 27 апреля. Друзья, выпала карта Таро на этот день, 27 апреля, умеренность. Это карта, которая символизирует у нас с вами баланс, гармонию, саму умеренность. И это, кроме того, мы должны сегодня во всем искать золотую середину и гармонию между различными аспектами нашей жизни. И вы знаете, карта умеренность именно сегодня, на 27 апреля, говорит нам о необходимости в осознанном подходе к изменениям. И, как вы понимаете, убывающая луна, да еще и в знаке зодиака Стрелец, это все говорит нам о том, что следует завершать дела, избавляться от лишнего, уделять внимание себе, своему здоровью. И, конечно же, стараться находить баланс своих финансов. Возможно, вам нужно переосмыслить свой сегодня бюджет, возможно, подумать о том, где вы можете сэкономить. Но не так, что мы экономим, но это получается в 2-3 раза больше по деньгам, а сэкономить именно понимая то, что экономия может привести вам в дальнейшем к чему-то большему и лучшему. Далее, если мы говорим о личной жизни, то карта говорит нам о том, что мы сегодня избегали крайностей и стремились к гармонии в отношениях. Кроме того, карта умеренность напоминает нам о важности поддержания баланса и гармонии во всех аспектах нашей жизни. Теперь, друзья, поговорим о совете от Архангела Михаила на этот день, 27 апреля. И вы знаете, очень важный совет, который всем нужно услышать и понять, осознать, звучит следующим образом. Дело в том, что каждый из нас должен отпустить свои старые обиды, страхи, сомнения, которые мешают вашему духовному прогрессу. И очень важно, чтобы вы направили свой взгляд вперед, к новым горизонтам и к новым возможностям. Помните о том, что каждое ваше действие, каждая мысль формирует ваше будущее. И здесь очень важно, чтобы вы сегодня поддерживали вашу смелость и помогали в первую очередь своими мыслями очистить путь от тех или иных препятствий. Поэтому очень важно, чтобы вы двигались вперед только с чистым сердцем и ясным умом. Поэтому сосредоточьтесь на ваших духовных целях и не позволяйте мирским тревогам отвлекать вас от вашего истинного пути. Ну и так, ввиду того, что сегодня, друзья, день денежной девятки, обязательно нарисуйте следующую цифру. И какую цифру, друзья, как вы уже поняли, это цифра именно 9, да. Что мы берем? Мы берем красную ручку или мы берем фломастер, маркер и рисуем нашу любимую девяточку.
именно на левой руке, потому что это сторона, которая ассоциируется с приемом энергии. Когда вы будете рисовать, сосредоточьтесь на своем намерении и понимаете то, что вы не просто рисуете цифру 9, а вы привлекаете, приглашаете в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. После того, как вы нарисовали, обязательно скажите следующие слова. Я открыта для всех возможностей, которые принесет мне этот день. Энергия девятки наполняет мою жизнь изобилием и процветанием. После этого отпустите эту энергию во Вселенную, в космос и не старайтесь зацикливаться. Занимайтесь своими делами, и вы увидите, как в вашей жизни могут появиться какие-то подсказки, знаки, которые обязательно вам помогут, и вы увидите, как вам нужно дальше двигаться и что вам нужно делать. Вот такой, друзья, у нас с вами замечательный, прекрасный, чудесный день 27 апреля. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео обязательно, если вы еще не поставили. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна, друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.